Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Вот с такими ногтями ужасными я встречала Новый год. И на другой руке у меня, чтобы вы понимали, вообще ничего не было. Этим ногтям уже 8,5 недель. Я специально залезла в архив, посмотрела, они все клюют. Они все переломанные, сломанные, где-то есть трещинки, но гель продержался отлично. Видео с этими ногтями вы можете найти на моем YouTube-канале. Приступаем, конечно же, к снятию и, пожалуйста, поддержите меня. Кто из-за новогоднего пилилова, так же, как и я, не сумел переделать себе маникюр? В общем, сапожник без сапог – это, наверное, самая распространенная фраза, которую говорят мне, видя мой маникюр, и также мне много писали в Инстаграме. Вообще, когда я села делать ногти, я даже не планировала, если честно, снимать видео, просто думала, может быть, сниму какой-нибудь мастер-класс и просто все делала на видео. Когда я спилила всю архитектуру, я поняла, что мне надоела длина. Надоела длина, потом мне надоела форма. Первой мыслью было убрать все. Скажите, что я не одна, и у вас тоже такое бывает, что вам просто хочется спилить все длинные ногти и оставить маленькие такие овальчики под корешочек. Но все-таки здравый смысл преобладал во мне, и у меня в голове давно сидел один дизайн. Кстати, хочу поделиться с вами своей болью. Вы знаете, когда я продумываю, какое видео, может быть, снять или какой дизайн вам показать, я сохраняю множество фотографий из Инстаграма. И как только я сажусь делать, все, мне не нравится ничего. Поддержите, пожалуйста, если вы тоже такой же мастер. Сначала хочется все, а как только вы сели себе делать, действительно ничего не нравится. И сегодня мы с вами разберем принципы аппаратного маникюра и комби. Сравним с вами, чем же они отличаются. Итак, на указательном пальчике мы будем делать комбинированный маникюр. Для начала все, конечно же, отлично. Да, все делаем одно и то же. Это на форварде мы обрабатываем левую сторону проксимального валика. Дальше переключаемся на реверс и обрабатываем правую сторону с одной большой разницей, что на среднем ноготочке, там, где мы будем делать аппаратную технику, мы выворачиваем юбочку. Юбочку выворачиваем так, чтобы мы уж 100% смогли ее срезать. Срез буду делать себе твизерами от Silver Star с ручной заточкой. Я обожаю делать срез твизерами на себе, особенно на правой руке. Ловите, кстати, мой лайфхак, потому что у кого ножницы, знаете, как будто то ли заедают, то ли как-то плохо срезают. В общем, с твизерами такого не бывает. И тут была моя, наверное, самая большая ошибка. Я не знаю, что за фрезы были у меня дома. Я с детьми сидела на больничном, и ни пламя, ни бочонок мне вообще не понравились. Если кто-то узнал фрезы, которыми вы работаете, напишите, пожалуйста, что за производитель. Я думаю, что всем будет полезно знать, чего покупать точно не следует. В принципе, конечно, чистый маникюр получился после шлифовки и так далее, но вот фрезами я осталась недовольна. Привыкла я все-таки уже на КМИЗе работать. И наношу подложку для того, чтобы выстраивать и вообще архитектуру полностью менять. Что же мы имеем в сухом остатке, так скажем? Имеем мало того, что клюющие ногти, еще и ногти, которым, давайте будем откровенны, далеко до квадрата, да? А я все-таки хочу квадрат. И вообще, в принципе, я обожаю френч на квадратной форме. И была у меня задумка, но я не до конца была уверена, что будет 100% френч. Поэтому акригелем я поднимала абсолютно все кончики, все клюющие ногти, и достраивала параллели до формы квадрат. Конечно же, потом мы будем все это с вами опиливать, выпиливать изнутри, но сделала я это очень быстро. Вообще, еще помогла кисточка от Uno, мне нравится ей работать с акригелями. Акригель был от Queen. Снимаю липкий слой и начинаем придавать нашим ногтям форму, ту, которую мы хотим. Так как я хотела сделать форму жесткий квадрат, сначала я обозначила параллели, потом подпилила нижние параллельки и уже проработала сверху. Здесь сейчас очень важно не допустить какой-то большой толщины, какой-то правильной архитектуры, потому что сейчас, по сути, мы выстраиваем имитацию нашего натурального ногтя, если бы он, конечно же, был бы хороший. Вообще, в последнее время я замечаю, что много исправляю кому архитектуру. И именно поэтому, и именно об этом мой новый курс «Профи-мастер», с которым вы можете ознакомиться по ссылке в шапке профиля или по ссылочке, которые есть под видео.
И смотрите, я обязательно выпиливаю толщину, но не такую, которую вы хотите, чтобы у вас осталось по итогу, а намного тоньше, потому что сверху у нас плюсом будет еще укрепление. Это всегда нужно учитывать. Если вы бы сделали сейчас очень толстые торцы, то после выкладки геля торец был бы еще более жирным. Нанесла базу в качестве подложки, взяла очень красивые новые блестки от Мальтини и выложила их на 1/3 часть ногтя и плюсом еще растянула. То есть растяжка получилась где-то до половины ноготка. Не знаю почему, всем так понравился этот дизайн и все очень хотели подробный мастер-класс, поэтому я в скором порядке смонтировала его и выкладываю. Молочный гель Си, это гель Silkar, который можно заказать с Wildberries. Я буду наносить, но по особой технологии, так, чтобы блестки были просвечивающие. Во-первых, мы не доходим до кутикулы ни в коем случае, поэтому мы блесточки и выкладывали с объемом. И нашу горошинку геля мы ставим ниже той части, которую мы промазали. И спускаемся вниз. Таким образом у нас получается сначала блестки, потом полупрозрачный гель тоненько положенный, и только потом уже идет толщина. Этот гель, кстати, классный по цвету именно для тех, кто хочет, чтобы полностью перекрывал свободный край, потому что френч я буду делать с удлинением ногтевого ложа, и, соответственно, мне нужно было, чтобы он был плотный, но не был белым. Я надеюсь, что я понятно объяснила. Вот эта грань, чтобы он был и молочный, и в то же время плотный, сейчас достаточно тяжело на рынке найти. Так, еще раз придаю пилочкой четкость формы, потому что френч любит хорошую форму. И вообще, те люди, у которых не получается рисовать френч, присмотритесь, может быть, вы просто некрасиво опиливаете форму. Рисую френч я гель-лаком 158-м. Это, кстати, цвет у Мистика из новой коллекции. Плотный белый цветничок с холодным подтоном. Я очень люблю, чтобы френч был такой, знаете, без желтизны. Прямо белый-белый. Плюс еще нам нужна была такая белизна, потому что мы его рисуем не на розовой подложке, то есть не на розовом камуфляже, а именно на молочном. Соответственно, нам нужен был контраст, поэтому я все-таки выбрала очень плотный вот такой холодный белый оттенок из новой коллекции. Так, аккуратно подвожу кисточкой. Сначала я рисую линию улыбки. И сейчас я вам расскажу, наверное, 3 самых главных секрета френча, которые я узнала за все время своей работы. Первое. Начинайте рисовать с усиков. Всегда обозначьте высоту усов. Вам это очень сильно поможет. Второе – это то, что ваш френч сбоку вам всегда должен казаться жирным. Не знаю, не пытайтесь сделать усики сбоку очень тонкими, потому что когда вы будете смотреть на ноготь сверху, их видно не будет. И такой неусатый френч, он смотрится очень просто и простит ногти. Если ваши ноготочки небольшой длины, то да, это нормально. А вот если ваши ногти длинные или средней длины, как у меня, то это будет смотреться уже некрасиво. Ну и самый последний – это практика. Прежде чем научиться рисовать френч, у вас должно быть отрисовано не меньше 50 типс. Поверьте, пожалуйста, человеку, который раньше френч просто ненавидел. Ну и вот мы по итогу покрываем топом без липкого слоя Pro UV с активным UV-фильтром. Это для того, чтобы наш френч ни за что и никогда не пожелтел. Кстати, еще один секретик, совсем забыла. Если ваш френч красиво получился хотя бы на одном ногте, сразу же сушите его. Не дожидайтесь, пока вы будете рисовать френч на соседнем пальце, и ваш клиент либо заденете, либо вы сами вляпаетесь. Поверьте мне, бывает очень обидно, и приходится все стирать и перерисовывать заново. После того, как все я покрыла топом, обязательно еще раз опиливаю торцы. Не люблю, когда прокрашен торец у френча, это смотрится жирно. И дальше я втираю масло от Louis Philippe в кутикулу, втираю массажными движениями до того момента, пока масло полностью не впитается. Масло классное, мне очень понравилось. И вот такой вот результат у меня получился. Я надеюсь, что я открыла все секреты выполнения такого дизайна и жду обязательно от вас лайка и подписочки на мой канал. Также не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками и всем пока!